Добрый день, мы рады приветствовать вас на нашей презентации. Я являюсь директором компании, которая имеет честь представлять интересы компании здесь и по части эстетической, и по части хирургической. Сегодня у нас часть, которая больше, в частности, относится к гинекологии, и мы презентуем новую технологию на этом рынке, хотя на данный момент уже несколько таких систем находятся на этом рынке, тоже используются успешно. Мы имеем честь представить доктора Бадера, ведущего хирурга в части реконструкции тазового дна и лечения внешнеполовых органов, один из ведущих вообще специалистов в мире, известен своими работами многочисленными. Я думаю, что вам будет интересно послушать. Первый час у нас запланирован, мы поговорим, то есть будет теория вообще FemiLift, всех технологий, которые мы используем в лечении. И после этого мы проведем видеоконференцию из операционной медицинского центра Каравира. Непосредственно доктор Бадер будет ее проводить. Вы сможете отсюда задавать ему вопросы. У нас будет такое интерактивное общение с ним. И успех нам всем. Вам, чтобы было интересно. Доктор Бадер. So, good morning. Thank you, Evgeny. Thank you, Maxim, for the invitation. It's really a pleasure to be in your country. This is my first time to be here, and I'm really interested to show you the technology. Доброе утро. Я рад, что меня пригласили. И первый раз я нахожусь в Беларуси, и для меня это, конечно, тоже очень большая честь. И у меня есть редкая возможность показать вам то, чем мы занимаемся. I will talk today about breakthrough technology, CO2 application in the vulvovaginal area under the name of FemiLift, as most of you know. Мы с вами сегодня поговорим о революционной технологии реконструкции вульвы, вагины. I will give you a little bit a preview about my background. My name is Alexander Bader, I'm a gynecologist. I'm working in 3 different countries, and I'm using the same technology in the 3 countries. So my experience that I'm sharing with you today will be all over my practice in this region. Меня зовут Александр Бадер, я имею клиники в 3 странах, в Греции, в Англии и в Дубае. Я работаю на одной и той же технологии, абсолютно одинаково во всех этих местах, и я сегодня буду иметь возможность поделиться с вами нюансами и секретами своей практики. So the problem that we are going basically through today is a huge problem among women, which reflects on the problem of vaginal relaxation and stress urinary incontinence. And this type of problem has been always a taboo. So a problem like relaxation and stress urinary incontinence has never been discussed between women or between women and partners, or not even between women and their doctors. Тема, о которой мы говорим сегодня, это большая проблема для женщин. Это, во-первых, недержание мочи при напряжении, во-вторых, это, естественно, релаксация вагины. И все это время это было табу, и женщины не разговаривают друг с другом по поводу этой проблемы, не делятся в этом. So if we look at the statistics, especially in USA, regarding the problem of urinary incontinence in general, we can see that the big portion of the problem concentrated in the stress urinary incontinence problem. So you can see from this slide that 49% of the patients who are suffering from urinary incontinence, basically and mainly they are suffering from stress urinary incontinence. Мы видим, что львиная доля практически проблем это недержание мочи, 49% относится к этой категории. And the more impressive thing that from this 49% of patients, 7 out of 10 are suffering from type 1 and type 2 of stress urinary incontinence. 7 из 10 женщин, которые относятся к 49%, страдают от того, что называется стресс urinary incontinence или недержание мочи при напряжении. And if you look at this statistic panel here, you can see that
Both problems, stress urine incontinence and urge urine incontinence, both of them are starting almost at the same age, early 30s, and you can see the diagram that it goes up and it reaches to the peak on the age of 40 and between 40 and 50. But the most interesting thing that stress urine incontinence will go down after 50, so after menopause, and your urge urine incontinence is going up after the menopause. Обе проблемы, стресс urine incontinence и urgent urine incontinence, два разных типа недержания мочи, начинаются достаточно рано, в 30 лет. После этого это прогрессирует, и после 50 наступает интересная динамика, потому что недержание мочи при напряжении, стресс urine incontinence, оно становится значительно меньше после менопаузы, а urgent urine incontinence, оно наоборот прогрессирует. So basically we are dealing with a target group of new patients. Our patients that we are treating using this technology, they are new patients, and this makes sense because our main goal is to do what we call collagen remodeling, which is much more effective during these ages. Эти пациенты для нас это новая группа, мы раньше этим занимались, и нам очень важно, чтобы мы нашли правильное решение. Of course, all of you are doctors and you know that this kind of treatment or of approaching these patients, we have traditional ways, we have less traditional ways, and we have the innovation ways. Мы все новые, все врачи, поэтому, естественно, есть разные методы лечения, подходы, есть традиционные, есть менее традиционные, есть абсолютно инновационные. So we have the most common way, we call it the surgical, invasive way. Но самый простой, самый известный способ это хирургический. Posterior repair, anterior repair, or even slings, basically surgery. Это все относится к хирургии, то есть мы это представляем как определенный. Most recently, we have what we call it non-surgical, but still invasive way, using enhancement agents, hyaluronic acid, collagen, fat, silicone, or sometimes Botox in order to correct these problems. Есть не хирургические методы, но все равно инвазивные, с использованием коллагена, филлеров, силикона. And today we are going to talk about the combination of this, non-surgical and non-invasive, using innovative technology. So it could be laser, it could be radio frequency, but we consider laser as a golden standard of this technology and this kind of treatment. Ну и последнее, о котором мы сегодня непосредственно поговорим, это лазерный метод лечения. Это может быть диодный лазер, это может быть радиочастотный аппарат, но то, что мы называем золотым стандартом, это CO2 лазер. Лазерные методики это для нас самые интересные профессии. So as the surgeons, you need to keep in mind that we have range in outcomes. Surgical outcomes varies between patients, between doctors, and it depends on who does the procedure, how much is indicated for the patient is indicated for the procedure, and of course, how is the reflect or the response of the patient to the procedure. So we have outcome between 65 to 75% of success. Успех хирургической процедуры варьируется между 65 и 75%. Эта функция очень многих неизвестна. Это зависит от врача, который делает процедуру, зависит от пациента, как он реагирует на эту процедуру. Но вот такой вот процент успеха. And you have to keep in mind that we have also possible complications during surgeries. We have injuries, we have perforation problems, we have erosion, infection, and also dyspareunia many times. Но, естественно, не надо забывать, что когда мы говорим о хирургическом вмешательстве, то, естественно, есть и побочные эффекты, которые мы можем наблюдать. Это повреждения, перфорация, эрозия, инфекция и все, что ассоциируется с хирургическим вмешательством. From the other hand, results outcome using agents or non-invasive and non-surgical ways, it's between 55 to 60% of success. Но мы видим, что используя не хирургические, но все еще инвазивные методы лечения, такие как филлеры, коллаген, силикон, процент успеха еще меньше, 55-60%. But what is the problem here in the complication? We have still invasive type of treatment. We have to repeat this treatment every 8 months, unfortunately.
And the most big problem that these materials are immigrating from one position to other position. Но поскольку мы говорим о процедуре, которая все равно инвазивная, то у нас есть и здесь побочные эффекты. Но в первую очередь она процедура, которую надо повторять раз в 8 месяцев, и у нас имеется миграция этих агентов из одного места в другое, что делать в Here we will discuss today about the results outcome of lasers. Но сегодня мы с вами поговорим о результативности лазерных процедур, мы пока оставляем этот вопрос открытым. And of course we will review possible complications of И сегодня мы с вами laser. попробуем отнестись к побочным эффектам, которые мы ожидаем от этой процедуры. It's a common sense that, as happens everywhere else in the human body, aging happens also in the vulvovaginal area. Ну, как любая часть тела, старость приходит и в область вагины. So, tissue aging drives relaxation, dryness and lack of function. Старение ткани – это релаксация ткани, это сухость и, опять же, отсутствие функций. So, the aging of vulvovaginal system is a consequence of multi-factors. We have congenital problems, menopause or early menopause in some patients, general lack of estrogens, so it's a hormonic problem, distraction from the natural factors, pregnancy, delivery, or even massive weight loss. Smoking is a very important factor of that, and of course, as we said before, massive weight loss. Старение вагинальной системы, она функция нескольких факторов, но в первую очередь это естественный процесс старения, это менопауза или ранняя менопауза, это проблемы гормонального характера, например, отсутствие эстрогена или недостаток, это разрушение, связанное с естественными факторами, такими как, например, беременность, и курение тоже не самый благоприятный фактор. И если женщина резко похудела, то тоже это может сказаться на качестве вагины. So with aging in these specific tissues, physiology, histology and anatomy, of course, will change. Но естественно, что процесс старения будет менять и, естественно, физиологию, гистологию и даже некоторые анатомические аспекты. So from the physiology part, we have atrophy, lack of secretion, dryness of the vaginal wall, and the main problem is dyspareunia and infections. Но физиологические проблемы – это атрофия, отсутствие выделений, сухость и… Простите, я не знаю. Dyspareunia. Да, и инфекция. And also, dyspareunia is pain during sexual intercourse. Окей, это… Ну, вы знаете, да, что такое дисперия? Не гинеколог, я думаю. Maybe you don't have this experience, that's why. So if you look at the histology also, we have what we said atrophy, change of the thickness. It's obvious how different is two pictures between lack of collagen and too much collagen. Но мы видим здесь, если посмотрим на гистологическую картинку, то мы видим разницу между картинкой А и Б, атрофия, и, естественно, меняется абсолютно толщина эпидермиса, и разница видна невооруженным. I will correct you because in vagina we are not talking about dermis and epidermis. Sorry. We are talking about mucosa and submucosa. Я, естественно, как поскольку не гинеколог, да. It's exactly the same, То есть эпидермис but in different terms. другая ткань, да, там глюкоза. Anatomy, of course, we have atrophy and vaginal wall relaxation in different stages. У нас атрофия может вызывать релаксацию вагинальной стенки. So what we are talking today, we are talking about the vaginal canal. We are not talking about the muscular environment. We are not talking about bladder problems. We are not talking about rectal problems. We are talking very special about the relaxation or the atrophy of the vaginal canal. Ну, вот сегодня мы фокусируемся исключительно на атрофии вагинального канала. Не окружающих органов, не мышечной ткани, не ректальных каких-то зон, а именно вагинального канала.
But also we are talking about relaxation in the part of the mid-urethral level. So we are talking about the mid-urethral level. We are not talking about the distal urethra, and we are not talking about the sphincter of the urethra. Мы говорим с вами о релаксации канала уретры, но не о релаксации сфинктера. Да? То есть о частичной релаксации вот этой зоны, которую только что показал. It's obvious when you look at this picture, and very interesting to see. This is a healthy vaginal wall. If we have a little bit lower the light, we can see the picture even better. This is a normal vaginal canal with rugation, with crypts, with lubrication, and looks very healthy in a healthy Но woman. посмотрите, как выглядит здоровая вагина, она прямо светится здоровьем, она влажная, вот так. This is the way that it should look like. И так это должно выглядеть. And if you look at that picture, this is the atrophic picture. Это картинка, которая показывает атрофию вагины. No crypts, no lubrication, no rugations, and no glands. Мы видим разницу невооруженных глаз. So the pressure on the lower abdominal walls, as you all know, cause anatomic maybe defect in the lower part of the abdominal walls. Но в нижней части таза мы видим. And of course causes different types of prolapse with the main two things, urethroceles and cystoceles. So collagen, our case here, talking about basically about what we call it collagen remodeling. As happens also, as Maxim said, in the dermis and the epidermis, it happens also in the mucosa and the submucosa. We have exactly the same structure. Но точно так же, как мы занимаемся ремоделем, то есть мы говорим сегодня о ремоделяции коллагена, точно так же, как происходит с нашей кожей, с липатическими тканями это происходит таким же образом. So мы стимулируем процесс производства коллагена. So the main structure of the submucosa is the collagen and the elastin fibers. Ну, основные компоненты микозы это коллаген и как это называется? Эластин. Fiber elastic, yes. Both of them are cooperating together in order to create the strong structure of the submucosa space. Вместе они создают компактную, достаточно упругую картину сабмикотических тканей. And what happens when we have aging process or Что происходит, когда у нас происходит процесс overweight loss or even multi-deliveries? This space, which contains a lot of collagen and elastic fibers, start to be destroyed. Идет разрушение этого слоя вследствие процесса старения. And we have what we call it collapses of the tissues. Происходит коллапс тканей вовнутрь. What we shall do in order to help this space to be recreated? Как мы можем помочь этой ткани восстановить себя? The only way to do it is to rejuvenate this space. Мы можем воздействовать только вот на эту зону, которая начинает проваливаться. So we need to reach this level of the depth of the tissue with some mission, something. Could be laser, could be something else, but we need to reach here. Мы должны добраться до этой зоны, это может быть различные методики, но мы должны находиться именно здесь. We can tell you that with a laser we can reach this deep 1.5 millimeter almost depth of the submucosal level with a CO2 laser in order to help this collagen or regeneration of a new collagen in this С area. помощью лазерского угла мы можем добраться на глубину больше, чем 1,5 миллиметра, и тем самым вызвать процесс неоколлагенеза и стимулировать процесс регенерации тканей. So lasers comes here, resect and remove all this old tissue that you had here. Лазер, который добирается до этой зоны, он уничтожает старую ткань, которая находится здесь, и стимулирует образование новой. And as a process of this wound procedure, we have what we call it collagen regeneration.
Ну и цель наша, разрушение этой ткани, это, безусловно, стимулирование образования генеза. So how we can reach this? We can create, as we said before, a damage that reach in a certain level of the collagen, or at least close to the collagen, creating a small hole or damage inside, very Как мы close. можем это сделать практично? Можем создать, перфорировать ткань и добраться до того слоя, где находится коллаген, по крайней мере в начале этого слоя, где находится коллаген. But the good question is how far we can go, how deep we can go. Are we going half millimeter, going between half and 1 millimeter, or going more, even more deeper? Очень важный вопрос, это как глубоко мы проникаем. Проникаем ли мы на полмиллиметра или глубже? Obviously, it does make difference if we are working in a very superficial level, or a medial level, or close to the collagen. И естественно, что с анатомической точки зрения это имеет очень большое значение. Работаем ли мы близко к коллагену или далеко от него. Dermatologists know the theory. They have created a very simple device, the dermal rollers, in order to help these small needles to penetrate in a certain level of the skin in order to rejuvenate and regenerate the collagen. Но дерматологи изобрели такое очень простое устройство, которое называется дермороллер, которое имеет иголки и позволяет проникать на определенный уровень дермиса. But a vaginal wall is different tissue. It's much more deeper, much more sensitive, and you cannot use simple ways in order to rejuvenate. Но поскольку вагинальная стенка, она состоит из другой ткани совсем, она, во-первых, глубже, во-вторых, она более чувствительна, естественно, мы такие методики использовать здесь не можем. So imagine the dermal roller that I spoke before with the needles. We create the same thing, but with laser energy. А теперь представьте, что мы сделали такой дермороллер, но мы сделали это другим способом, с помощью лазера, который будет перфорировать поверхность стенки. So we have the beam of the laser that we split it with a special splitter of the FemiLift device in order to reflect on the tissue and work exactly in the certain depth of level very close to the collagen layer. Мы используем лазер CO2, и луч, проходя через систему линз, фрагментируется и попадает на поверхность стенки влагалища. И проникает на ту глубину, которую линз указывает. So we are talking about the FemiLift, which is a particular procedure invented and designed by Alma Lasers in order to deal with vulvovaginal issue rejuvenation and collagen regeneration. Мы говорим о приборе, разработанном компанией Alma Laser, специальной технологии, которая называется FemiLift, которая работает с вульвой вагиной для восстановления, для омоложения и для стимуляции генеза. Improvement of tissue function quality, blood circulation, atrophism, lubrication, and local immune system augmentation. Мы не только стимулируем генез, но мы еще и улучшаем функциональность ткани, качество функциональности ткани, улучшаем кровоснабжение, боремся с атрофизмом, увлажняемость влагалища повышается, и мы также стимулируем местную иммунную систему. Also to prevent and to treat vaginal walls relaxation, but without severe prolapse problems. И при этом как бы мы избегаем всевозможных побочных эффектов с помощью. And finally, to prevent and treat symptoms of stress urinary incontinence, especially when we are talking about type 1, type 2, type 2A. This is the most big target group that we are talking about, but also we are improving the symptoms when we are talking about more severe cases. Но если мы говорим о хроническом недержании мочи при движении, то мы работаем с группами 1, 2 и 1А. Это самая большая группа пациентов, но если мы говорим о более сложных случаях, то мы, по крайней мере, можем лечить симптоматически и снижать количество симптомов. So the CO2 laser energy is applied through what we call it holographic lenses that split or as you see here from the splitter,
pixelate the beam into 81 microscopic beams, or what we call them pixels. So we have the main beam, the splitter, that it's split into the much smaller beams. Ну, луч лазера CO2 с помощью системы так называемых голографических ленз превращается в 81 фрагмент, ну там стоит матрица 9 на 9, и каждый из них фрагментирован этот луч, попадает на поверхность кожи. Вот каждый такой отдельный луч мы называем пиксель. And what is the purpose of this pixelation? The purpose is that we don't want to work and to destroy, as we do in the skin, the superficial layer. It's not our goal to destroy or to damage the superficial layer of the vagina. We want to work deep enough in order to create or to help this collagen remodeling. So these small microscopic columns goes inside and work very deep, very close to the collagen layer without doing what we call a destruction or ablation of the mucosa. Зачем нам нужно фрагментировать луч? Потому что мы не хотим полностью снимать весь верхний слой микозы, мы хотим проникнуть глубже, но не создавать воспаление и какие-то побочные эффекты. Поэтому с помощью фрагментированного луча большая часть микозы остается незатронутой, но при этом мы проникаем глубоко и вызываем эффект. Точно так же, как в дерматологии. So we all agree that laser energy sounds ideal to achieve the scope, because the laser was the only technology, the only idea or energy that we have between our hands which reaches exactly the level that we are working. Для нас лазерная технология представляется идеальной для достижения нашей цели, потому что с точки зрения глубины проникновения она больше всего подходит нам для этой задачи. But the big question is, why laser? And are all lasers the same? Но и второй вопрос, почему именно лазеры, а не что-то другое, и все ли лазеры, они одинаково будут вести себя? So let's answer the questions. Why lasers? Давайте ответим на вопрос, почему лазер. Because laser has ability to work precisely, shrinks the tissue, and recreate the collagen. Потому что лазер может работать очень точно за счет очень тонкого луча, он может сжимать ткани и стимулировать образование коллагена. As we said, it happens in the skin, face and body. Если это происходит на коже, на лице и на теле, So why not also in the почему не mucosa? на микозе? We have two places in our body with mucosa. We have the vagina and we have the mouth. У нас есть два места в организме, где есть микоза. Это вагина и во рту. And we can see this from the efficacy of the laser working in the mucosa. In the mucosa of the mouth and the vagina are, I said that it's exactly, and we know that the dentist for the last 15 years, they used to use laser and CO2 laser in order to rejuvenate the mouth cavity gum with huge success and great results and studies. Но поскольку микоза, которая в области вагины, в области рта, она очень похожа друг на друга, то мы можем просто упомянуть о том, что дантисты, стоматологи используют лазер для своих целей уже в районе 15 лет, и поэтому, естественно, мы предполагаем, что и для вагинального омоложения этот лазер будет подходить. So why not in the vagina also? If we are working so safe and so effective in the mouth, I don't Почему find не reason. используют такие же методики, если микоза одинаковая? Почему мы не используем методики стоматологии для вагины? So the other question, are all lasers the same? Это второй вопрос. Все ли лазеры одинаковые? The answer is all about depth of penetration and energy produced and stacked in the tissue. Но весь вопрос заключается в глубине проникновения, в глубине абляционного канала и количество энергии, которое мы можем не только доставить в ткань, но еще и аккумулировать. As you remember before, I said we have to reach a certain level of depth. Not all lasers does the same. Мы говорили о том, что мы должны достигнуть определенной глубины залегания коллагена, и не все лазеры делают то же самое. And we need our energy to stack inside the depth of the Кроме всего прочего, аккумуляция нашей энергии в тканях тоже имеет очень большое значение. So, if we compare the two big categories of lasers, Давайте поговорим о двух больших категориях лазеров. we have the CO2 laser and we have the erbium laser. И эрбиум лазер.
how much deep the laser goes inside the tissues depends on in the level of the absorption of this energy in the water. Okay. Поскольку оба лазера являются аблативными, они реагируют с водой, то глубина проникновения каждого из них, она зависит от степени поглощения нашего Absorption of the water. Oh, it's a class. Now something that I Okay. The more absorption of the water, it's less penetration of the tissues. Okay. Чем больше у нас наше лазерное излучение поглощается водой, тем меньше шансов, что оно проникнет глубоко в ткань. So in our case here, we have erbium black laser and CO2 laser. We can see that the erbium black laser absorption of the water is higher. It means that the depth of penetration is lower. Мы видим, что эрбиумный лазер сидит прямо на пике поглощения воды, и поэтому он будет очень поверхностным лазером. А CO2 в 16 раз, который менее аблативный, чем эрбиум, он наоборот проникает глубоко. And if you can watch this panel here, you can see that the depth of erbium penetration in the vaginal wall or in the tissues is much more less compared to the CO2 laser, first of all. Здесь мы видим типичный профиль эволюционного канала эрбиума по сравнению с лазером CO2. Видим, что эрбиум имеет такую, кто был у меня вчера на лекции, мы об этом говорили, имеет такую коробочную структуру с очень маленькой зоной термического поражения, и при этом абсолютно другой профиль мы получаем при лазере CO2. In the case of erbium yak, we have a level of penetration between 10 to 70 microns. Если мы говорим об эрбиуме, то он даже не проникает сквозь верхний слой, 7 до 10 to 70 microns. От 10 до 70 микрон всего его эффект. While with the CO2 laser we have depth of 600 to 1000 microns. Если мы говорим про лазер CO2, то речь идет о 600 и даже 1000 микрон, то есть совсем другая. So our energy is not resurfacing, not destroying the superficial layer as it happens here. То есть мы не имеем своей задачи разрушить верхний слой, а наоборот проникнуть глубоко, не разрушая. Goes inside the tissue with the small columns as you see here and work in the depth of the submucosa. То есть мы хотим достичь уровня сабмикозы и работать именно на этой глубине, поэтому CO2 нам очень подходит. And this is the biggest advantage that we work with IPEXL technology. Но это одно из самых главных преимуществ для нас, почему мы работаем с CO2 лазером, с технологией IPEXL. So let's talk a little bit about the effective mechanism. What is the mechanism in this case? What we are doing? Как же это работает? We do thermal damage, superficial shrinking, deep aseptic wound, very important. If you don't reach what we call it deep aseptic wound, we don't have regeneration. And finally we reach the collagen remodeling, but we need to reach deep aseptic wound. Okay. Механизм работы этого лазера начинается с термического повреждения. Мы говорим о стягивании на уровне поверхности ткани. И самый главный элемент нашего лазера – это создание глубокой асептической травмы или раны. И без этого мы не достигнем желаемого эффекта, который называется ремоделирование коллагена. And more specific, I will go period by period applying the laser. So at the first 2 to 3 days or 42 to 72 hours, we are creating the edema, release of chemical mediators, and a first collagen shrinking that we are achieving. Давайте посмотрим, что происходит после процедуры. Первые 2-3 суток у нас есть покраснение ткани, у нас идет выделение химических медиаторов и стягивание коллагеновых волокон. Second stage start after 30 days, after 4 weeks, and start with what we call it proliferation phase. We have fibroblastic recruiting, we have new dermal matrix maturation, and we have new collagen fibers. Следующая, вторая фаза после процедуры наступает через 30 дней. Мы говорим о образовании фибробластов, мы говорим о создании новой матрицы, которая состоит из коллагена и фибробластов, и, естественно, создание новых коллагеновых волокон. And finally, after 3 to 6 months, which is
then the space or the time that we need in order to reach what we call collagen remodeling. We have mature collagen fibers, mainly type 3 regeneration. Type 3 collagen is around 90% of the collagen in the tissue. So what we have mature collagen fibers, mainly type 3, and we have what we call it the new elastic fibers, after 3 to 6 months. Ну, и заключительная стадия, на пике своего эффекта, мы получаем уже взрослые волокна коллагена, это третья группа коллагеновых волокон, это 90% из них составляет здоровую ткань, и новые волокна эластина, это, собственно, как бы то, что мы хотели получить. So we are talking about, this is our technology that we are talking today. This is the endovaginal probe. Вот так выглядит наш аппликатор, о котором мы будем сегодня с вами говорить. You remember that I told you we have the splitter technology and we have the reflecting mirror. Everything is here. Мы говорили о том, что у нас есть система голографических линз, которые фрагментируют наш луч. Мы говорили о том, что у нас есть система зеркал, которая отражает наш луч. Все это находится внутри аппликатора, внутри этого корпуса. So the single beam of laser comes from this device, from the device producer here. Источник излучения СО2 лазера находится здесь. Сама лазерная трубка находится внутри аппарата. Split and through the splitter inside these tubes. С помощью системы зеркал она доставляется непосредственно до аппликатора, она фрагментируется. And reflects through the mirror that you see here. Отражается от зеркала, которое мы видим вот здесь, зеркало под углом 45 градусов. And everything comes out from the lens inside the vaginal wall. И через вот эту линзу или через окно оно, собственно, выходит наружу и делает свою работу. It's very important that this technology comes with hygienic procedure, hygienic single-use sleeve that you will not find it anywhere else. Но очень важно упомянуть, что мы используем одноразовые аппликаторы, потому что гигиена для нас очень важный фактор, и вы не найдете их в другом месте. Which is a very easy adjustment. Вот это вот одноразовый аппликатор, который снимается, вся система остается внутри, а аппликатор мы выбрасываем. Here I will, of course we have the live case later on, but I'm going to show you the video. Мы потом посмотрим реальную процедуру, как это работает, но мы сейчас вам покажем записанное видео. We start lasing from the upper part or from the 12 o'clock of the vaginal wall, locating this white. Мы начинаем стрелять лазером 12 часов, если мы... We do laser around the vaginal canal clockwise. Мы поворачиваем по часовой стрелке наш аппликатор и стреляем вокруг по всей поверхности. We work 1 by 1 centimeter, and каждый раз мы работаем, мы поворачиваем нашу молекулу на 1 сантиметр. When we reach the same point, we just pull back 1 centimeter, as you see here. Когда мы повернули наш аппликатор от 360 градусов, мы вытаскиваем его на следующее деление, которое нанесены здесь на этом аппликаторе, и продолжаем все то же самое. So we work the full vaginal canal from inside to outside. Мы обрабатываем весь вагинальный канал изнутри наружу. We repeat the same application 3 times during one session. Мы повторяем ту же процедуру 3 раза в течение одной процедуры. Every time you go from inside to outside, and you cover the whole thing, the whole vaginal canal from inside Каждый to раз мы outside. проходим изнутри наружу, и мы покрываем полностью весь вагинальный канал. You just invade or apply your energy in 12% of the vaginal canal space. Но при этом вы создаете повреждения всего 12%, даже после 3 проходов вагинального канала. Все остальное остается незатронутым. So every time you go inside 12%, we do it 3 times, from in to out. Basically, we are invading or applying the energy in a space between 30 to 36% of the vaginal canal. Каждый раз, поскольку у нас 3 прохода, я неправильно понял, 3 прохода, и каждый из них 12% вагинального канала затрагивает, то есть за 3 прохода у нас в общей сложности повреждения составит 36%. So we create micro damage in 30% and we leave 70%
without damage. Что это значит? Что мы делаем микроповреждения 30% ткани, а 70% ткани остается незатронутой. And I will explain to you later why we are leaving this space undamaged. И почему мы оставляем это пространство незатронутым, мы с вами поговорим попозже. This is a colposcopic pictures. Это картинка, полученная колороскопией, и мы видим, The lights a little bit lower. So this is a colposcopic picture. You can see the small pixel application inside the мы vagina. видим маленькие абляционные каналы здесь на этой картинке. Все видят? This is immediately after the Это application. сразу после проведения процедуры. So you can see that we don't have destruction, we don't have wound. Мы не видим здесь раны открытые, да, мы не повреждаем ткань, мы We делаем don't have- операционную шлифовку. We don't have carbonization. Мы не видим карбонизацию, мы не видим черные пятна. And look at the picture 2 weeks after the application. Посмотрите 2 недели после того, как мы поработали здесь. Also you can see here that it's totally safe. We don't have any destruction, we don't have any Мы видим, adhesions. насколько процедура она безопасна, то есть у нас нет разрушения ткани и воспаления. So the whole procedure is safe. Вся процедура она очень безопасна. I will show you more aggressive case. Давайте посмотрим сейчас на более агрессивную процедуру. So do you remember the case that I showed you with Помните, the мы говорили о menopause woman with the atrophic vagina? атрофической вагине, и мы вот показывали картинку. Here we go. I did the treatment Мы сделали процедуру здесь with high level of energy. с высоким уровнем энергии. You can see that we have almost a little bit spotting of bleeding on the vaginal То wall. есть мы можем даже здесь наблюдать небольшое кровотечение и воспаление. Look at the picture 3 months later. 3 месяца спустя мы видим абсолютно здоровую картинку. And look at the picture 6 months И later. посмотрите на 6 месяцев спустя. So you can see the alteration of the picture between the first one Если мы сравним с первой картинкой, которая у and нас 6 months later. и 6 месяцев спустя, смотрите, какая разница. This is a colposcopy picture from a blue lens of colposcopy. Это картинка, полученная методом колороскопии. So do you remember we said we are damaging only 12% of the Помните, мы vaginal говорили о wall том, что мы повреждаем только 12% ткани. and we are leaving the И мы 70% оставляем damage? примерно 70% здоровой ткани. Why? Зачем? Because these healthy tissues between the damaged area, imagine that this is the damaged area from the colon that goes inside to the laser energy. This healthy tissue in between the damaged area start as a clever, because human DNA and tissue are very clever, start to bridge from here to here in order to close these damages. So the closer of the damages between these spaces from the healthy tissue helps what we call it collagen remodeling and recreation of it. Но если мы посмотрим на картинку, вот посмотрим на эти абляционные каналы сверху, то представьте, что они уходят внутрь, то вот эта вот здоровая ткань, она так, человеческий организм устроен, что начинает регенерировать себя и начинает создавать мосты для того, чтобы закрыть микроповреждения, и таким образом у нас идет регенерация и идет неоплогин. Somebody will say, why should I do only 3 passes? Один говорит, кто-то может сказать, почему мне только 3 надо прохода делать? Why not 5 passes? Почему Why не not 5, 10 например? passes? Exactly the answer is this. I need to leave this healthy tissue in between. Ответ будет точно такой же. Мне нужно оставить здоровую ткань для того, чтобы она стимулировала I need this healthy регенерацию. tissue to cover the damaged area. Мне нужна здоровая ткань для того, чтобы регенерировать поврежденную. Of course, the whole procedure, it comes with protocol, with pre-treatment evaluation, with treatment evaluation, and with post-treatment evaluation. Ну, естественно, что мы разработали протокол, как делать эту процедуру, который включает в себя и фазу до процедуры, во время процедуры, и что надо делать после процедуры. We need for medical report and obstetric report from our patients. Ну, мы составляем, естественно, отчет подробный о той процедуре, которая была проведена. We have a few questionnaires that we are giving to our patient in order to understand their healthy case, the health situation, the health status, and of course the vaginal health index. Мы используем специальный опросник, который мы даем нашим пациентам, чтобы понять уровень их здоровья и состояния. We are
patient's female sexual function index. It's an international questionnaire that you can find everywhere in the internet and download and using in your practice. It comes with all languages. Международный протокол, опросник, в котором мы устанавливаем так называемый женский сексуальный качество сексуальной функции. Это специальный индекс, мы присваиваем этот индекс нашей пациентке. We do a basic ultrasound. Мы проводим УЗИ сканирование наших пациентов. Pap smear before our treatment. Pregnancy test before the treatment. Проверяем на беременность на всякий случай. In case we have problem of stress urinary incontinence, we ask the patient to do a simple thing, a cough test. Но мы просим покашлять нашу пациентку, чтобы понять, насколько сильная стадия недержания мочи. Or even we go with urodynamic study if this needed. Или даже проводим динамическое исследование, если это необходимо. And this is the samples of the questionnaires that I showed you before. Это вот пример опросника, который мы используем для наших пациентов. So you can see that we have huge analysis of the situation of the patient in order to... Посмотрите, сколько вопросов здесь есть и сколько факторов мы принимаем во внимание для того, чтобы составить полную картину. In order to find out 100% what is the case and if it's indicated in our treatment. Для того, чтобы понять на 100%, действительно ли это тот пациент, которому мы хотим провести эту процедуру, и нужно ли ей делать. Now let's go a little bit in details in the application itself. Давайте поговорим с вами о том, как проходит процедура сама. So we start with cleaning the vaginal canal with natural saline. Мы в первую очередь чистим вагинальный канал с помощью физраствора, натурального физраствора, и хорошо сушим. And dry it very well. Okay, so my question is, if anybody here to answer, why we clean and why we dry? Но кто-нибудь из зала, скажите, зачем нам нужно это чистить, а потом сушить? Окей. А почему надо... ну чистить, понятно. Окей. Clean it first, but water absorbs laserly. That's why we have to dry. Perfect. Супер. Perfect. Lubricate with oil and not with gel. Нам надо смазать канал с помощью масла, но не геля. Exactly for the same reason. По той же самой причине, потому что гель на 90% состоит из воды. You just use paraffin oil. You can use baby oil. Парафиновое масло, Johnson baby oil. Yeah. Insert the special handpiece until you touch the cervix. You need to touch the cervix. Can you give me this, please? Вы после этого вставляете этот аппликатор, пока вы не доходите до сервиса. You can see that the tip here is blind in the top, so we are not going to destroy or to hurt the cervix. We just touch it. Но мы видим, что на краю нашего аппликатора у нас нет никакого источника излучения. Мы просто должны дойти до сервиса, мы не собираемся на нем работать, мы просто его должны дотронуться. We never start our treatment with high energy. Мы никогда начинаем нашу процедуру с высокой энергии. We start with low energy and we increase according to the patient's comfort. И мы начинаем с низкой энергии, постепенно повышаем и спрашиваем нашу пациентку, как она на это реагирует. We have certain protocol for this, which I will share it with you. У нас есть несколько протоколов, которые мы используем, мы с вами, естественно, поделимся этим протоколом. And you can do the rotation from inside to outside or the opposite. Okay. Вы можете производить ротацию нашего аппликатора из внутренней части вагины наружу и наоборот. So the treatment protocol is an office procedure. То есть протокол наш не требует госпитализации, это можно делать в кабинете гинеколога. No anesthesia. Мы не используем анестезию. И вот тут по 2 сантиметра еще добавить. Sorry? You load the energy and you work without anesthesia. Or sometimes you can apply implant and do the treatment in the outer part of the vagina, but I prefer to load the energy and work many passes. Вот я спросил доктора Бадера, как последние 2 сантиметра, обычно более чувствительные, как бы используете ли вы анестезию? Он сказал, нет, я предпочитаю сделать энергию поменьше и тоже обработать. Laser application on the vaginal canal 360 degrees when we do rejuvenation or tightening, or only under the urethra when we are talking about the stress urinary incontinence problem. Okay. Но если мы говорим о
вагинальном омоложении, то мы двигаем наш аппликатор, вращаем его 360 градусов по всему каналу. Если мы работаем по недержанию мочей, как основная индикация, то мы работаем в основном рядом с каналом уретры. То есть мы работаем там более сфокусированно. As a standard, we work always on 30 watts energy. Как стандарт мы обычно выставляем энергию в 30 Вт. In premenopause women, we start with 50 millijoule per pixel. Если мы работаем с женщинами, не достигшими еще времени менопаузы, то мы работаем от 50 до 120 миллиджоулей на один пиксель. Пиксель это один фрагментированный луч. Millijoule per pixel is the energy that we send in this 1 by 1 centimeter. So you remember I said 1, 1, 1, 1. Every 1 centimeter is a space that we apply the laser. We need to release 50 Помните, мы говорили о том, что millijoule. каждый раз, когда мы вращаем наш аппликатор, мы вращаем его на 1 сантиметр. Как раз в этом сантиметре мы доставляем такую энергию, потому что вот посмотрите на окно, которое работает у нас. We go higher, 20 by 20. In this case, in the case of premenopause women, and we reach maximum of 120 millijoule per pixel. То есть мы можем работать на больших энергиях до менопаузы, и максимальная энергия, на которой мы работаем, это 120 миллиджоулей на один пиксель. With reaching 120 millijoule per Когда мы pixel добираемся до этой энергии, in premenopause women, we are reaching the level of 1.5 millimeter depth. То есть когда мы работаем с максимальной энергией 120 миллиджоулей на пиксель, который только для женщин перед менопаузой, мы достигаем глубины в 1,5 миллиметра максимально. In the case of post-menopause women, we are more conservative. The tissue here are much thinner, and these patients are more sensitive. Но если мы говорим про женщин после периода менопаузы, то у них вся эта структура более чувствительна, ткани они более тонкие, и поэтому мы работаем, естественно, нежных, на более низких энергиях, мы более консервативны. So we start with 20 instead of 50. Мы начинаем, смотрите, какая разница, начинаем с 20 вместо 50. We increase 10 by 10. Мы увеличиваем каждый раз шаг, делаем 10 миллиджоулей. And we never exceed the Мы maximum никогда of не 50. работаем больше, чем 50 миллиджоулей на один пиксель. We do 3 passes. Мы делаем 3 прохода, We do 3 sessions. мы делаем 3 процедуры, We repeat the sessions once a мы month делаем процедуру раз в месяц. for 3 months. Получается, 3 месяца занимает весь курс. It's good to repeat the treatment as a memory session after 1 year. Хорошо повторить эту процедуру через год. One single Для закрепления session. эффекта. One single session. Одну процедуру раз в год для закрепления эффекта. And as we know that the collagen will start to recollapse again after 2 years from our treatment, this is a medium range. It's not a rule. Статистически, коллаген начинает проваливаться опять. И примерно 2 года спустя после проведения всех наших процедур, и это для нас индикация, что надо повторять весь курс лечения опять 2 года спустя. So we advise the patient to come back after 2 years. Мы предлагаем нашим пациентам 2 года спустя вернуться к нам на прохождение полного курса. After repeat to do the repeat treatment. Now, what we expect from sessions? Что мы можем ожидать после проведения подобного? What happened after the first session? What happened after the second session? And what happened after the third session? What the patient will ask you, what I'm expecting. К вам придет пациент и скажет, а что будет-то? Вот я вот сделаю сейчас вот процедуру, чего мне ожидать? So, from my experience, after one session, Если вы основываться на моем опыте, то после первой процедуры patients are not getting very big benefits. мы не видим серьезного улучшения у пациента после первой процедуры. 20 to 30% 20-30% у нас будет улучшение в год. Because, as I told you before, collagen needs 4 weeks to start regenerating. Ну, и потому что процесс регенерации коллагена – это процесс, занимающий время, поэтому, по крайней мере, месяц занимает у него для того, чтобы начать регенерировать. So we have to educate ourselves and to educate our patients. В первую очередь, мы должны себя обучить и обучить наших клиентов, чтобы их ожидания совпадали с нашими возможностями. To understand how this treatment works and to be patient with results.
и чтобы понять, как же работает наш процесс, для того, чтобы передать это пациенту, чтобы пациент тоже это понял. Some small complication that we have, I don't consider it complication, it's just consequences of the treatment after the sessions. We have discharge for maximum of 10 days after the treatment, vaginal discharge. Discharge is liquid, yeah. То есть, мы обычно не ожидаем побочных эффектов, но мы можем ждать выделения из вагины в течение примерно 10 дней после процедуры. But basically I'm happy with discharge because it means that our tissue is reacting to laser. Но это нормально, и я тогда даже доволен, если будут выделения, это значит, что наша ткань реагирует нормально на лазер, так как надо. Some patients, especially postmenopausal women, they may tell you that I have pinkish discharge or pinkish color for 5 days after the Некоторые женщины treatment. будут жаловаться на розовые выделения 5 дней максимум после проведения процедуры. Особенно это относится к клиентам после менопаузы. And the whole procedure has minimum pain and discomfort during the intercourse. Но вся процедура и после процедуры она имеет минимальные болезненные ощущения и дискомфорт, то есть на низком. Now let's move to the second session. Now Теперь говорим уже про процедуру номер 2. our patient will start having better results. We are already 5 weeks after the treatment. Наш пациент уже начинает ощущать результаты нашей процедуры, потому что мы уже 5 недель после проведения первой процедуры. So you can see that your patient will reach the 50% of what they are expecting or that we are expecting. И мы уже можем сказать, что половину пути к тому, что ожидает наш пациент, или к тому, что мы ожидаем как врач, мы уже прошли. And finally, going to the third session, we have the 60 to 90% of И после the третьей процедуры там уже все становится еще лучше, от 60 до 90% результативности достигается после третьей процедуры. especially after 3 months from finishing the third session. Особенно если мы посмотрим не сразу после процедуры, а 3 месяца спустя третью процедуру. So you need to explain to your patient that you need to wait for your results. If you do the treatments after the third treatment, maybe some patient will call you and tell you, doctor, I'm not good, I'm not happy with the results, it's no benefit for me, I did the 3 sessions, yesterday was my last session, I'm not happy with the results. The correct answer in this case, you need to wait in order to reach 6 months of collagen rejuvenation. I had many patients in my practice, I have done over 500 cases, 400 cases. Yeah. Очень важно объяснить нашему пациенту, что надо подождать, что это процесс, который занимает время, потому что, например, может вам позвонить после третьей процедуры, пациентка и сказать, вот вы вчера делали процедуру, а я не чувствую, как я не чувствую, за что я заплатила деньги. Надо объяснить ей, что процесс мелкого генеза, реструктуризации, они занимают большое время, и поэтому лучше всего подождать 3 месяца спустя или даже 6 месяцев спустя, и тогда мы будем на пике нашего эффекта. Тогда уже мы можем судить о качестве процедуры, насколько была эффективна. So if you are looking to immediate results, this is not the case for you. То есть, если вы хотите вот сегодня прийти, а завтра получить результаты, это не процедура для вас. Safety. This is 2 Безопасность. pictures, histological pictures. This one is immediately after the treatment, vaginal wall. Но мы видим картинки, полученные методом гистологии, сразу после процедуры. Вагинальная стенка. And this is a picture immediately after the treatment. А это сразу после процедуры. You can see here the level of the laser penetration. Мы видим уровень проникновения лазера. Basically, I use 30 watts, 120 joule per pixel. То есть это до, а это после, да? So 120 millijoule per pixel, 30 watts. Мы работали здесь на практически максимальной энергии, 120 миллиджоулей на пиксель и 30 ватт. Even histologically, you can see that the level of penetration is so far from any vital organ. Но мы видим даже на хистологической картинке, что мы далеко находимся от каких-то жизненно важных органов, то есть мы ничего не повреждаем. So the main message that I'm giving to you here that we have safe, very safe treatment. Главная информация, которая должна пройти с этого слайда, это то, что процедура безопасна. And the second message is how effective, what is the efficacy of the treatment. А вторая информация, которую я хотел, это то, что это эффективная процедура. You look at before and after pictures. Посмотрите, как выглядит до и после. Postmenopausal women.
Это женщина после менопаузы. Very few collagen layer. У нас очень мало коллагеновых волокон. 6 months after the treatment. 6 недель спустя совсем другая картина. Collagen regeneration after 6 months. Восстановление коллагена, которое после 6 месяцев может быть. Case selection is very important part of your practice in this case. Выбор пациента очень важен для вас, для этой процедуры, естественно. You are a doctor and you are not a magician, so you are not promising magics. Вы врач, а не волшебник, вы не можете обещать чего-то. You do the case selection, and according to the case selection, you give the treatment. Вы выбираете пациента, который вы можете гарантировать хороший результат. So with FemiLift technology, we are treating vaginal laxity without severe rectocele and cystocele. Cystocele or rectocele is the presence of bladder or the rectum inside the vaginal wall. Но я знаю, вы, наверное, знаете эти термины, да. Поэтому наша пациентка, она будет, опять же, самый идеальный случай, это когда у нее есть дряблость влагалища, и при этом у нее нету вот этих двух, которые вы знаете. So if you have a patient with a third degree or the second degree of cystocele rectocele, you cannot promise that with FemiLift you are correcting the cystocele. То есть мы не можем обещать, что если у нас первая, вторая степень вот этих двух, кому вы знаете, что результат будет хороший. With И не будет laser, побочных эффектов. with laser you correct the mucosa and not the muscle. Okay. То есть мы с помощью лазера воздействуем на микотический слой, но не на мышцы. You are not working with the muscles. Мы на мышцы не воздействуем. You have to select grade 1, 2A stress urinary incontinence. These are the ideal patients in our case. Идеальные пациенты это те, у которых есть недержание мочи в напряжении, типа 1-1А. Это прям идеально для вас. But as I told you before, also in more severe cases we have. Но если мы говорим о более тяжелых случаях недержания мочи, то мы можем ожидать улучшения состояния. Vaginal dryness, especially in postmenopause women, is our case. Сухость влагалища это тоже, безусловно, для нас случай. CO2 and FemiLift treatment sounds ideal in order to improve the case in these patients. For the dryness. То есть, безусловно, СО2 это один из идеальных инструментов для того, чтобы улучшить увлажняемость влагалища. And accidentally we found that we are treating also in some cases chronic vaginal infections. Ну и кроме всего прочего, случайно абсолютно мы обнаружили, что мы еще как-то можем воздействовать на хронические инфекции во влагалище. So patients who used to come to the practice suffering from infections, we giving them treatments. Многие женщины, которые постоянно хватают какие-то инфекции, после нашей процедуры they had curance from laser они treatment. избавились от этих инфекций, это абсолютно эмпирически случайно обнаружили. And there is an explanation behind that. И мы после этого пытались подвести под эту теоретическую базу. With laser, you increase the blood circulation. С помощью лазера вы увеличиваете циркуляцию крови. And after that, you increase the immune response, the local immune response of the cells. Увеличиваете реакцию местной иммунной системы. And we have this experience in the practice. Contraindications, of course, it's a procedure. Противопоказания для нашей процедуры. Patients with active HPV and HSV. Ну, гепатит и всевозможные подобные болячки, естественно, это для нас противопоказания. Patients with vaginal endoepithelial neoplasia, or what I call it VIN, or neoplasia, like carcinoma, precarcinoma case. Всевозможные онкологические заболевания вагины, естественно, для нас тоже. Patients with acute vaginitis. Хронический акют, это острый вагинит, да? Как это по-русски? Так и будет, да? Patients with record of malignancy findings, somewhere. Okay. Undiagnosed vaginal bleeding. Patients who are Если у coming to нас the есть practice. диагностированное кровотечение в области вагины, естественно, нет. Uncontrolled diabetes. Неконтролируемый диабет. Of course, pregnant patients. Естественно, беременность. It's nothing is going to happen if you do the laser on a pregnant woman, but from the legal part, if something happened to this patient, she will blame you for sure.
Okay. Ну, в принципе, ничего страшного не произошло бы, если бы мы беременную женщину обработали нашим СО2. Но с точки зрения процедуральной и законной, вы потом из этого не выкрутитесь. Если что-то вдруг с ней произошло, и она, естественно, свяжет это с вашей процедурой. Obviously, we don't do the treatment in recent vaginal injuries. Естественно, что если у нас прошло повреждение влагалища, как травма, мы не будем делать процедуру. So if you have delivery case, you don't do the treatment immediately after delivery. You need to wait certain time for the vaginal wall injury healing and of course for the whole vaginal wall recovery. Patient with menstrual period. Ну, естественно, сразу после менструации и во время менструации, естественно, мы не делаем эту процедуру. And of course, the most big category that you need to avoid is our patients who are over-expectating. И самый, наверное, важный противопоказатель — это люди, которые слишком много ожидают от этой процедуры, не берите их. Будут разочарованы. Complications. Of course, we have few complications. Sometimes we have complications with our treatment. Но иногда у нас, естественно, бывают осложнения нашей процедуры. If you work with the wrong energy, если вы работаете с более высокой неправильной энергией, которая неправильно выбираете энергию, you might cause bleeding, вы можете вызвать кровотечение, excessive discharge if we do it in acute infections. или слишком сильные выделения у нас могут наблюдаться. And of course, we cause pain during the treatment when we are doing high power treatment. Проведения процедуры, это просто неприятно. So this is my outcome during the 3 years that I'm working with the technology, as I told you, in 3 countries. Ну, я работаю с этой технологией уже почти 3 года в 3 странах, и вот эти пациентки, с которыми работал я непосредственно, 339 cases. 339 пациенток я проверил у себя. And cases shared between vaginal relaxation problem and stress urinary И, incontinence естественно, problem. у меня были все части этого спектра, и вагинальное, опять же, омоложение мы делали, как бы, и решали проблемы недержания мочи. 196 cases of vaginal rejuvenation or tightening. 196 случаев вагинального омоложения было проведено. The feedback from our patient through questionnaires, because we cannot. Как я могу составить мнение? Хорошая была процедура, довольная. Мы имеем опросник, то есть они заполняют анкету. It's all about sexual satisfaction and healthier vaginal tissues. So we go only with questionnaires. 87% женщин, они рапортовали о том, что у них значительные улучшения. Опять же, мы спрашивали по поводу как бы, половых отношений, личной жизни, такие вопросы. So 87% report great improvement. Они говорят, что у нас просто чудесные изменения в нашей жизни половой произошли. Все в шоколаде. With documentation from themselves and sometimes also from their partners. Partners, husbands, partners. То есть не только женщины порадовались по этому поводу, но еще получить хороший фидбэк от их непосредственно мужей. Они тоже пришли сказать спасибо. 143 cases for stress urinary incontinence. 143 случая недержания мочи при напряжении. Very important number. We have 78% report improvement of the symptoms. Очень важная цифра, 78% они говорили о улучшении симптомов. But because we are doing very detailed case selections, so I choose type 1, type 2A strictly for the treatment. 88% of these 78% patients report stop leaking. Okay. Ну, мы, честно говоря, выбирали вот, пациентов наших первая, вторая стадия, первая, вторая A, и 88%, то есть мы, да, занимались селекцией наших пациентов, которые идеально подходили под нашу процедуру, и 88% пациентов сказали, что у них уже больше ничего не вытекает, то есть все чудесно. And 12% of these patients still have leaking problem, but of course with much less 12% наших пациентов, они сказали, что у нас есть еще выделение мочи, но значительно меньше, чем то, что было до этого. И не с такой частотой это происходит. Unfortunately, nothing in the world works for everything. Но мы понимаем, что нет чудесных решений для всех на свете, и
22% are not responding to our treatment. 22% сказали, что никаких изменений у них не произошло. Они не реагируют на это. Did you remember the outcomes for the surgical and the other type of treatments? Но вы помните, какие были проценты успеха, если бы мы делали хирургическое вмешательство, если бы мы делали не хирургическое, но инвазивное вмешательство? 65-75. 65-75%. То есть здесь у нас гораздо более Imagine yourself giving a treatment for a patient who is not 100% indicated for a sling or for surgical treatment, and you reach a result of 88%. Да, то есть представьте, что как бы результативность нашей процедуры, она опять же все познается в сравнении, она очень высокая. Of course, in the literature you can find multi-studies about the CO2 efficacy and duplication of the vaginal wall. Но естественно, что в литературе мы тоже можем найти свидетельства о том, что данная процедура, она в работе востребована, делаются исследования по этому поводу. This is a study about vaginal rejuvenation for post-menopause women. Это исследование посвящено вагинальному омоложению женщин после менопаузы, Which shows important improvement of the quality of the vaginal wall. которое говорит о том, что наблюдается значительное улучшение качества вагинальной стенки. And this is my personal study that I published 1 year ago in a German. А это моя статья непосредственно, которую 2 года назад я опубликовал в немецком журнале. So I stayed with the same picture, yeah? So the same patient. Я думаю, что вы уже узнаете ее. The patient was suffering from stress urinary incontinence for the last 6 years. Женщина страдала от хронического недержания мочи последние 6 лет. She's 42 years old. Ей всего 43. She came to my practice complaining about that, and we did for her the first, I can see that it's from the first FemiLift treatment that happened in the world. Она жаловалась и пришла ко мне в клинику. Я думаю, что это первый FemiLift, который был вообще сделан за всю историю, как бы. We did the treatment. Наша первая пациентка, можно сказать. We did the treatment with Eti. Мы сделали вместе с этой процедуру. In Athens. В Афинах. And the patient in the first workshop that we have ever done. And the patient. Это была первая процедура. And it doesn't go to Athens anymore. We are already 3 years after the treatment, and the patient is still not complaining of leakage. То есть мы делали, помните, когда мы сделали эту процедуру, но пациентка 3 sessions, да? 3 sessions. Мы сделали 3 процедуры, и пациентка больше не жалуется на то, что у нее убегает. She started to report the biggest improvement after the second session. Она сказала, что самое большое изменение с ней произошло после второй процедуры. Of course, there are multi-studies and multi-central studies are going this time, and we have. Естественно, мы проводим в разных местах, в разных точках мира, в разных клиниках исследования по поводу эффективности FemiLift. И это те исследования, которые проводятся в данное время. Participating from different countries, as you can see from Israel. Мы видим, что у нас есть несколько стран, которые участвуют в этом исследовании. Мы говорим. Myself, and Dr. Ksenia from Slovenia, Argentina, and Italy. Of course, the whole thing is to get also the final FDA approval for stress urinary incontinence. Но, естественно, наша задача это получить разрешение FDA, Food and Drug Administration, на проведение подобной процедуры. Это задача номер 1. So, in conclusion, for the objectives of our treatment we are talking today, задача нашей сегодняшней презентации. We are looking to reduce the vaginal aging symptoms. Ну, во-первых, мы хотим замедлить процесс старения вагины. Of course, vaginal tightening to improve sexual life quality. Мы говорим о вагинальном восстановлении для улучшения половой жизни. Prevention and improvement. And treating of stress urinary incontinence type 1 and 2A. Превентивная мера и непосредственно лечение недержания мочи. And as I said before, also the treatment of the vaginal dryness and chronic infections. Индикации, например, как сухость вагины или вагинальные инфекции, которые мы тоже можем с помощью этого способа, метода лечить. So the main message that you need to get from FemiLift treatment is that in order to achieve collagen remodeling,
and vaginal tissue rejuvenation, we need thermal effect and not ablative effect. Но мое личное замечание по поводу FemiLift, то что для того, чтобы достигнуть хорошего уровня и моделирования коллагена, и восстановления вагины, нам нужен в первую очередь термический эффект, но не аблативный. So we work deep Мы работаем глубоко, with thermal effect. и благодаря термическому эффекту, которого, в принципе, известен CO2 лазер, мы достигаем нашей цели. So this was the first part of my presentation, and I was talking about the endovaginal rejuvenation using laser. Но это была первая часть моей презентации, мы говорили про это вагинальное восстановление, омоложение. When you are in the practice, your gynecologist patients are starting to inquire also about other things. They are starting. Но поскольку вы являетесь гинекологами, к вам люди приходят, они не только приходят на вагинальное омоложение, они еще жалуются на другие вещи, и они делятся с вами своими секретами. So they will tell you, doctor, I have aging inside the vagina that I don't see, but also I have aging in the outer area which I see. Я постарела в области вагины, я этого не вижу, но я вижу, так я постарела в другом месте, которое я, да, вижу. So with the same technology, with different endings, with different handpieces, мы можем использовать ту же самую машину, ту же самую технологию, но с другими насадками, аппликаторами. We can do what we call it outer skin or vulvar rejuvenation. Мы можем работать на внешней поверхности кожи, на видимой глазу, мы называем восстановление вульвы. Huge demand in the practice. Очень пользуется спросом у нас. Whitening of the area. Это обесцвечивание половых губ. Wrinkle removal from labia majora. Wrinkle removal. Работа по морщинам в области больших половых губ. And even more invasive, if you are talking about reshaping of the genitalia. И даже если мы говорим о более инвазивных методиках, например, лабиопластика, diaplastic clitoridectomy or correction. То есть мы можем корректировать половые губы, используя CO2 как хирургический инструмент. And of course, correction and scar revision, especially in the perineal area, perineoplasty. Ну и, естественно, работа по шрамам и коррекции в области перинеала. So let's start with vulvar tissue rejuvenation. Давайте поговорим о восстановлении вульвы. Our treatment standard here are office procedure again. Опять, это процедура, которую мы можем делать у себя в гинекологическом кабинете. No anesthesia needed, only local one. Никакой анестезии нам не нужно. Общая анестезия нам не нужна, но местная анестезия наоборот. With almost no downtime. И практически нет периода восстановления после этой процедуры. We use here different handpiece in order. Мы используем здесь другой аппликатор на лазере CO2. Это называется сканер, light scan. We use what we call it scanner or light scan, as you can see here. This is the ending that it goes in touch with the tissues. С этого края мы непосредственно находимся в контакте с кожей. And this is the house that it contains inside mirrors and reflectors. У нас есть внутри вот этой коробки два вращающихся зеркала, которые моделируют луч в соответствии с тем, как мы. And this is the connector with the main device. Ну а вот через этот коннектор мы непосредственно соединяем его с нашим аппаратом. То есть вот, если мы посмотрим. Just you can see here that we need this safety distance between the laser ending and the skin or the mucosa in order to have the perfect focusing. Но для того, чтобы достигать правильного фокуса, у нас обычно на нашем хирургическом аппликаторе есть специальный такой спейсер, который позволяет находиться на правильном расстоянии. And when we go back or we change Если мы начинаем двигать наш аппликатор от поверхности кожи, то мы работаем так называемо дефокусно. То есть мы можем увеличивать пятно. That's why we have this end here. То есть это тоже для нас определенное расстояние, которое обеспечивает нам безопасное расстояние для того, чтобы работать фокус. So this is the application in a boot. Ну, если мы возьмем шпадель и начнем воздействовать на него с помощью CO2, мы можем увидеть вот такие вот рисунки, которые все это доступно сделать с нашим аппаратом. Our technology comes with touch screen. Наш аппарат имеет
тачскрин экран, то есть сенсорный дисплей. That you don't need struggle too much to understand and to work. Но, в принципе, не нужно долго учиться для того, чтобы работать на этом аппарате, все очень интуитивно. As soon as you connect the FemiLift handpiece, FemiLift will display only in your screen, not anything else. Если вы подсоединяете аппликатор, который называется FemiLift, то на вашем экране будет только FemiLift. Вот вы можете посмотреть, все остальное не будет активировано. Он знает, что FemiLift. If you connect the scanner, it also comes the same as the scanner. Если вы подключаете сканер, который мы используем в других аппликациях, то, естественно, только это окошко будет активировано. So, and the next panel of the scanner here will come with, it will show you the energy of what. Если мы посмотрим на экран непосредственно сканера, на рабочий экран, то мы можем посмотреть формы, которые можно с помощью него. The shape of your pixel. Мы можем с помощью лазера вырисовать квадрат, вот такую полосочку, все это мы можем настроить. The mode and the density of the laser Мы energy. можем, например, использовать разную плотность покрытия. All these parameters are very important to combine in order to achieve either the tightening or the whitening. Например, если мы хотим отбеливать половые губы, или если мы хотим сделать лифтинг, например, то эти параметры очень важны для нас, потому что мы можем таким образом их задавать, чтобы достигать максимального эффекта. So when you are going to target tightening the tissue, если мы хотим заниматься подтяжкой, да, то you need to work with high power. Мы должны работать на высокой мощности. Always we use the square shape. Обычно мы используем квадратный такой вот. With a thick square shape. Мы можем, например, использовать квадрат в квадрате, то есть мы задаем определенную форму, с которой мы работаем. Так будет профилироваться луч на поверхности кожи. But your density need to be low. Но плотность вашего покрытия, с которым вы работаете, должна быть низкой. If you have high power, the energy will go very deep. Если мы будем иметь большую мощность, то энергия будет проникать глубоко в ткань. And when you have the low density, as it happens Если мы here, будем иметь низкую плотность покрытия, пикселирование, it will not damage the superficial skin. тогда мы не будем наносить вреда верхней части кожи. And what you do here is tightening of the skin. И то, что мы делаем здесь, это подтяжка кожи, поэтому плотность маленькая, мощность большая. Такое правило. This is a sample of the procedure. I mark where I want to work. Я работаю сейчас по подтяжке. So the patient was looking to tighten the labia majora area. Она хотела подтянуть вот в этой зоне, как бы лабия маджора, для того, чтобы у нее там было все более подтянуто. She corrected the wrinkle in the face and then she looked at the face. Она сначала занималась морщинами на лице, а потом смотрела на другую часть своего тела и сказала, почему мне не подтянуть и там тоже. Also in the rectal zone? Yes. Ну и вот там, где мы это все обозначили. You're a good translator, huh? He's expert. So the scanner. Вы видите, мы используем здесь сканер. Look at the application of the energy. It will be much more obvious later on. Но когда мы уберем сканер, вы увидите, что происходит, да? То есть это, по большому счету, фрикционная шлифовка с помощью CO2. I work with high power, Мы работаем с большой мощностью, low density, но с низкой плотностью. local anesthetic, И используем местную анестезию, например, это EMLA. Patients will go home and after 1 hour she will not see anything from what you see now. She will come back after 1 Пациентка month. идет домой, и через час она уже не видит ничего из того, что видим мы сейчас. She will come back after 1 month for the second session. Она приходит через месяц к нам на сессию номер 2. And if needed, we do other third session. И если нужно, мы делаем еще одну серию процедур. It's almost 10 minutes procedure. Это процедура, которая занимает примерно 10 минут. Many just exercise, but this is also for the skin tightening, and the second option is to do the pitching. It's the second presentation is following. I'm talking about. Sorry. Don't run before the break. It's fast. As always. So work also on the lips, I see. Yes, just to rejuvenate the tissue and not to do something else.
What, you don't like baby directing? I don't understand you. Okay, so here we go. This is, you can see obviously wrinkle remover after 6 months from the treatment. Look at the labia majora area. This is it? Yes? Мы видим ту же самую женщину. Да. Да, и что произошло как бы с ней через 6 месяцев. Yes. Yeah, but look at the No, wrinkles. the wrinkle okay, but Yeah, of course. When you do this, you do everything. When they come for one thing, they will ask you about everything. Естественно, что женщина еще и сделала что-то с губами, да? То есть там была лабиопластика. Но мы смотрим сейчас на зону, которая окружает губы, и мы видим, что там морщины ушли. Laser whitening, also, it's exactly the opposite. Okay. Если мы хотим отбеливать половые губы, то Low это power. нужно делать совсем по-другому, ровно на диаметрально противоположно. Low power, so Мы you are используем not, низкую энергию, you're not burning the skin, мы не хотим сжигать кожу, but high density. но мы хотим использовать высокую плотность. So the thickness of the laser energy on the superficial wall is too much bigger. То есть плотность покрытия будет очень высокая, но при этом мы не хотим сжигать. То есть Of мы course, be careful with the skin type, 5 очень and 6. аккуратно работайте с 5-6 фототипом кожи. Avoid patient with photosensitivity, pregnant Избегайте пациентов, у которых высокая чувствительность к свету, к фототехнологиям. patient with skin infection, Естественно, беременные женщины противопоказания для нас. sexual transmitted diseases, Всевозможные, опять же, инфекции и болезни, передающиеся половым путем. skin pubic precarcinoma cases, И, естественно, всевозможные онкологические заболевания, это тоже не наш случай. and of course uncontrolled diabetes. И неконтролированный диабет тоже лучше избегать. And this is Необходимо. the second bleaching that lady is hurry to see. Окей. А это то, что эти очень хочет посмотреть. So, I'm working here much more aggressive. Это отбеливание. Тут мы работаем более... I'm working much more aggressive. Я работаю более агрессивно, чем видите здесь, но опять же, как And вы you правильно, can для see- отбеливания высокая плотность и низкая энергия. You can see obviously here the difference between the part that I did the treatment and the part I didn't the Но мы treatment. можем увидеть даже невооруженным глазом разницу между той частью, где я делал процедуру, и где я не делал процедуру. You see the difference or Вы you? видите разницу между этими? Okay. Also, our device comes with cutting hand pieces. Но мы можем еще использовать непосредственно СО2 как хирургический инструмент, как нож. So in order to work in very sensitive area like this, very close to the clitoris, Если мы работаем в очень чувствительной зоне, как это, и близко, you need very precise energy to work without damaging the мы nerve. должны Because иметь очень тонкий луч и очень правильно выбирать параметры для того, чтобы не навредить. using, for example, electrocutter, you have scattering energy. Если мы используем электрический нож, то тогда у нас есть энергия наша может So if you work close отражаться, to и here, поэтому это может быть не совсем правильный инструмент. if you work close to this area with Если мы a работаем cautery, рядом с клитором, you might have damage versus to the laser. мы можем, используя нож электрический, повредить. Look А с at- лазером этого не произойдет. Look at the scar in the perineal area here. Вы посмотрите на шрам, который образуется. So this is 2 months after the procedure. А это 2 месяца после процедуры. So, impossible to achieve the perfection, but using the correct tools, you have biggest chance to reach good results with lower risks. Доктор Бада говорит, что невозможно достигнуть совершенства, но если мы используем правильную технику, мы можем ждать очень хорошие результаты использованием лазерных технологий. And just to share with you that in Figo, Vancouver, next October, we will have a whole session of FemiLift and CO2 treatment, and it's our honor to be accepted in such congress. Но на очень важном конгрессе, который будет проходить в Ванкувере, мы будем иметь целую сессию, посвященную FemiLift, и мы будем демонстрировать наши результаты. Для нас это большая честь, что такой важный конгресс так серьезно относится к этой технологии.
So I hope that I gave you quite a bit small knowledge about the CO2 laser and how it works in the polyvaginal area. Be careful with this skin type. Yes. Yes. You want to do picture? Yes. Thank you very much for being here, and of course. Наблюдать за процедурой. Опять же, у нас будет интерактивная своего рода, да, то есть это сессия. Если у кого-то будет возникать вопрос, вы попросите, мы передадим вам микрофон, вы сможете онлайн задать вопросы интересующие. Окей? Все, что машина у нас установлена в клинике, вот мы сейчас смотрим ее экран, и мы ставим ее рядом непосредственно с гинекологическим креслом. So we have the key here that we need. Поворачиваем ключ, чтобы включить машину. And we have the buttons here in the touch screen. У нас есть сенсорный монитор. Мы нажимаем на кнопку «Старт». We press the start. Нажали на «Старт». It shows you confirmed self-test. Машина будет тебя тестировать, она показывает вам иконку, нажмите на «Подтвердить тест машины». Я нажимаю. And I'm waiting to start by itself. Машина диагностирует сама себя, сейчас она выдаст нам, что все окей. So now we have surgical and aesthetic modes. У нас есть две иконки, одна surgical, вторая aesthetic. Мы выбираем, естественно, In our surgical. case, we press the surgical. And immediately it shows us what we can choose. And in our case, we will do the FemiLift. Открывается другое окно, и мы нажимаем на кнопку, естественно, FemiLift, это наша аппликация. We press on the FemiLift button. Нажали We на have FemiLift. everything on front of us. Теперь у нас открывается меню рабочее непосредственно. The technology comes with the 10 watts, 20 watts, and 30 watts. Мы можем работать на 10, 20 и 30 Вт. Вот вы видите настройки низкие, средние и высокие. Тут по Always мощности. we use the 30 watts. Обычно мы используем 30 Вт всегда. High. Настройка high. And see we have an energy of 50 millijoule per pixel. Мы видим в верхнем углу у нас энергия, которая выдается в миллиджауле на 1 пиксель. Пиксель это один фрагмент фрагментированного And луча. as you remember, we said that for pre-menopause women, we start with 50 and we go 20, 20 up. Но если мы начинаем работать с женщиной до менопаузы, то мы начинаем с 50 миллиджаулей и поднимаем по 10. We go to the repeat mode of shooting the laser. Мы выбираем режим повторяющийся. То есть We have пульс. pulse. У нас есть режим постоянный пульс и есть режим повторяющийся пульс. Repeat. Мы нажимаем на кнопку Repeat. Okay. So we are ready to start the treatment. Мы готовы начать процедуру. Ready and stay. Окей, у нас внизу есть две кнопки. Одна называется Ready, готова, а вторая Standby. Сейчас отжата кнопка Standby, нажата вот она зеленого цвета. Ну вот вы видите сейчас, что доктор Бадер, он присоединяет к концу шарнира с зеркалами, он присоединяет наш аппликатор непосредственно, который называется FemiLift. То есть вся его внутренняя часть, она постоянна, мы ее не меняем. А вот это вот одноразовый аппликатор пластиковый, который мы сверху надеваем на нее. Окей. Dr. Bader, I cannot hear you. No sound.
Do you hear me now? Yes, I am. Yes, now I hear you. Okay. So this is a disposable sleeve. Это одноразовый наконечник, который мы надеваем сверху, как футляр. I just adjust it to the end base. Я поворачиваю на щелчка, и теперь он уже находится на носах. So the patients will do the second session of the treatment. I need the baby oil. Then I have baby. Для второй стадии процедуры, я должен смазать влагалище маслом. Вот этот провод так не должно быть, да, просто запутался. Он обычно так не бывает. Эти, סדרי את הכבל, מאמי, את רואה שזה כאילו לא נראה טוב. כבל שמגיע לארטיקולת הדם. כבל, תסתכלי, הכבל הוא מלופק סביב ארטיקולת הדם, הוא מפריע לו לעבוד. עכשיו בסדר? לא, שחררי את הכבל, סביב הזרוע, איפה שהפמיליפט עצמו נמצא. הבנתי. בסדר מאמי? יופי. Окей, כל הכבוד. So I will start my treatment. Я начну свою процедуру. Start from 12 o'clock, so the white line in the top here. У меня здесь сверху есть такая белая насечка. Lens. И линза у меня, она будет параллельно полу, поэтому вот это для меня 12 часов. Я начну вот с этой позиции, чтобы мне было понятно. Окей, я засовываю насадку внутрь, и пока я не дотронусь до сервиса. Я только касаюсь его, я не надавливаю на нее. И я нажимаю на кнопку старт на моей машине, чтобы начать работать. The shutter asks you to close, so you need to close the shutter also before starting operating. Окей. Машина будет, у нее появляется такая надпись «Закрой шаттер». Это сзади у меня. I will start shooting with 50 millijoule per pixel, and I will ask the patient how she feels. И я начинаю стрелять 50 миллиджоулей на 1 пиксель, и я разговариваю с пациентом, спрашиваю, как себя чувствуешь? I will increase 20 by 20 until the patient starts telling me I feel a little bit heat. Окей, я буду поднимать каждый раз по 20, пока пациентка мне не скажет, я чувствую тепло. And then this is the level that I need to work on. И это именно та энергия, с которой я буду работать дальше. So now we have 50. And I'm asking the patient, how do you feel? И я спрашиваю, как себя чувствуешь? She feel nothing, so Она ничего не чувствует. Я выключаю, ставлю режим стендбай. И я поднимаю энергию. She said that she feels nothing again. Она ничего не чувствует опять. I go back to the machine and I increase to 90. И я тогда поднимаю до 90 миллиджоулей на 1 пиксель. How do you feel? She said that she starts feeling heat in the area. Она сказала, что начинает чувствовать тепло в этой зоне. I want to make sure that the patient is not feeling pain. Do you feel pain? Вы чувствуете боль, спрашивает доктор Баннер.
Okay, so she said not pain, just relief. Я не чувствую боль, я чувствую тепло. I will start my treatment right now. Я начну процедуру прямо сейчас. I rotate 1 by 1 centimeter. Я двигаю свою насадку по часовой стрелке 1 сантиметр. I finish 1 circle. Я закончил один круг. Закончил. I would add 1 centimeter. Я выдвигаю насадку на 1 сантиметр наружу. And I do again the same thing. И я делаю то же самое еще один раз. Видите, мы поворачиваем 1 сантиметр, стреляем, поворачиваем, стреляем. I complete again the same circle. I go back 1 centimeter. Еще один круг завершен, и я опять выдвигаю насадку на 1 сантиметр. Еще 1 сантиметр. We have a red line if it shows in your screen. Вы видите на экране, мы видим красную черту, которая находится прямо на границе половых губ. I cannot work when the red line is showing. It is painful. Я не могу работать, если красная линия показалась, это будет болезненно. So if I want to work in this area, I need to lower the power. Если я хочу в этой зоне работать, я должен уменьшить энергию. Up to 50% of my original one. На 50% от первоначальной энергии, с которой я работал. And I work. И я начинаю работать. I will do this in the end of the session. Я это буду делать в конце моей процедуры. So now I will repeat exactly the same procedure. И сейчас я буду делать все то же самое, еще один раз. I will do my second pass. Это будет второй проход. I go inside. Я засовываю внутрь. I touch the cervix again. Опять я касаюсь только сервиса. И все то же самое. And I do my rotation. Я делаю поворот. One centimeter back again. 1 сантиметр наружу. Еще 1 сантиметр. Я думаю, уже переводить не надо. Особенно когда третий раз пойдем, я думаю, там же будет все понятно. Here we go, the red line is again out. So I'm not straight. Видите, красная черта появляется, да. Все, значит, мы здесь не работаем. And I go all the way down for the third pass. И я сразу иду на третий проход. A centimeter back. 1 сантиметр наружу. A centimeter back again. Еще 1 сантиметр. The red line is out. Красная черта показалась у нас. So I want also to work in this area, which is painful. What I'm going to do here is to lower the power. И я хочу
последних 2 сантиметров, то, что болезненно, поэтому я должен снизить параметры. Помните, говорили, 50%? So I go 45. It's the 50% of my original power. 45 ватт, это как раз 50% от 90, то, что мы работаем. And I work on the borderlines of the red line. И я работаю прямо на границе красной линии. Всем видно, да? How many passes you do with? I repeat the same thing 3 times. Я делаю все то же самое 3 раза, говорил доктор Бадер. But you Already I have done 2 passes now, and I'm going to do the 3rd one. Я сейчас сделал 2 прохода и делаю 3-й. You don't move, you make only the circle movement at the same place, right? Exactly, because it's 1 centimeter anyway. Да. Я никуда не двигаюсь. Вот я когда вижу красную черту, я просто делаю 3 круговых прохода. Потому что это в любом случае площадь в 1 квадратный сантиметр. Мне не надо никуда двигаться. So this is the protocol of vaginal rejuvenation or tightening. Ну вот мы только что посмотрели протокол вагинального омоложения или подтяжки вагины. If I want to perform the protocol of the stress urinary incontinence, Если я хочу сейчас сделать протокол по недержанию мочи, I have to work in the upper part of the vagina only. я должен работать по верхней части вагины только. So in my figure, I'm going to find the mid-urethral level. Я должен своим пальцем нащупать среднюю уретру. It's about 3 centimeters from the upper part of the vagina, approximately. Это примерно 3 сантиметра от верхней части вагины. And I currently work only under the mid-urethra with my laser. И я работаю только в этой зоне. With the high power that I already used before. С высокой мощностью, с которой я работал до того. 90? 90 джоулей, миллиджоулей на 1 пиксель. So in this case, I work 11 o'clock, 12 o'clock, Вот здесь я работаю 11 часов, 12 часов, 1 час. I repeat once more, 11 o'clock. Еще раз, 11 часов, 12 часов, 1 час. And 12 o'clock. I did it 3 times. Я 3 раза это делаю, 3 прохода, но только в верхней части. And I could work even at 1 centimeter beyond, so I push my work 1 centimeter beyond that. И я могу еще поработать 1 метр глубже, я засовываю еще на 1 сантиметр. In order to work under the neck of the middle of the urethra. Окей. То есть мы будем работать под шейкой уретры. So 11, 11, 12, 1, час. 11, 11, 12, час. and 1 more 11, 11, 12. 1. Это может That's all. быть. And И this все. is the treatment. Это вся процедура. So the treatment is done now. Все, мы закончили. Все понятно? Окей. Thank you. Do you want me to answer a question now, or shall I proceed with the second application? Вы хотите, чтобы я сейчас ответил на ваши вопросы, или я вторую аппликацию покажу вам? Show the second application. Proceed the second. Okay. So we will take out the FemiLift. Мы сейчас снимем аппликатор, который называется FemiLift. I already applied Emla here about 20 minutes ago. Я 20 минут назад нанес на эту зону эмлу. I need to adjust the scanner in this case. Мне нужно настроить, мне нужно присоединить сканер, модуль, который называется сканер.
Вот мы видим сейчас, я присоединяю сканер. We connect everything together. Мы соединяем все вместе, главное не перепутать. And then finally we connect everything to the machine. И все это дело мы подсоединяем непосредственно к машине. And it's important to remember that we have this air not irrigation, air blow. In order not to Вот эту трубочку мы называем у нас в армии фуфу. То есть она, когда у нас после аблативной шлифовки чешуйки кожи, они находятся в таком взвешенном состоянии, главное, чтобы они не прилипали к линзам. И поэтому мы создаем... И, естественно, кабель сканера электрический, который передает информацию. Компьютеризированный девайс, поэтому без кабеля он не работает. Как мы уже говорили, сканер это... У нас та же самая философия. У нас две иконки появляются. Одна из них для хирургии, другая для эстетики. Выбираем мы хирургию. И у нас, видите, только показывает Surgery Scan, как бы это только сканер подсоединен. Умная машина распознает сама. Я включаю сканер. Мы видим вся панель, все меню у нас перед нами. Probably you better rotate the screen because we see it from the card angle. Okay, better, yes. No, this is better, yes. Мы берем квадратную форму. And thick mode. Мы берем вот такую настройку внизу, вы видите там разные формы, которые может делать сканер. I want to do bleaching here, so I will go low power. Я хочу сделать отбеливание, я поэтому использую низкую мощность. And I will go high density. И я использую высокую плотность покрытия. Низкая мощность, высокая плотность – это для отбеливания. Если мы говорим о подтяжке, то там все наоборот. You can see in my finger here. Вы видите у меня в руке мой палец, да? Вы видите, что у нас бегает такой направляющий луч. Вот там, где он будет бегать, там у нас будет бегать лазер. То есть это только... Okay, so this laser beam and I will work on the labia majora area. Я буду работать в районе лабия маджора. If you want to know where exactly you work, you need to mark the area with the Если skin хотите marker. знать, где точно мы должны работать, мы должны разметить эту зону. Желательно белым карандашом, потому что если СО2 попадете в черный, то может быть не очень. I need a glass. I have to wear my glasses. Я надену, конечно же, свои очки. So for safety reasons, I need to wear the glass when I'm doing laser outside of the vagina. Если мы работаем с лазером за пределами вагины, то с целью безопасности я надеваю специальные очки, конечно. I will start my treatment and I will ask the patient how she feels. Я начну свою процедуру и буду спрашивать, как пациентка себя чувствует. Painful? Больно? Oh. Вроде So да. I go a little bit lower intensity. И я уменьшаю мощность, потому что ей больно. And power. Always your power is lower than the density. Окей. Главное, чтобы мощность была меньше, чем плотность для этой аппликации. What about now? Как сейчас? Лучше.
I'm going next to next. Я иду квадратик за квадратиком, я покрываю все с помощью скала. Видите, идет направляющий луч и... I do only just 30% overlapping. Я делаю примерно 30% наложения между одним квадратом и другим. How are you? She's okay. She's not feeling anything. Он говорит, как вы? Он говорит, она хорошо, она ничего не чувствует. А пациентка говорит, нет, я чувствую, я чувствую. Okay, here. Out. Я же не болезнь. So this is one end, Это and it comes toward forward this area, which is more painful, but anyway, it's more wide. окей. Мы с одной зоны обработали, мы можем продолжать дальше по внутренней части ноги, но там чувствительность будет сильнее, и мы видим, что она вроде как бы и более светлая, поэтому не очень нужно. I will apply the same area again, second time, so I will help Я делаю второй проход сейчас. the skin to heal. As I showed you in my video, it was an aggressive procedure that I did the skin during the procedure. Я I don't показывал, advise you to follow this. I advise you to go a little bit more soft. я показывал вам в фильме разницу после более агрессивной процедуры. Я советую вам начинать более нежно. And let the skin feel at home. И чтобы кожа не отшелушивала сразу после процедуры, а потом в течение нескольких дней. I give the patient post-laser cream equalizer. For 5 days. Я прописываю определенные кремы и средства для того, чтобы после процедуры пациентка почувствовала себя более комфортно. And after that, I ask her to apply vitamin C every day, morning time. Я прошу, да, 5 days. применять определенные средства в течение каждый раз утром наносить, и это хватает на весь день. So this was the one part. I'm going to Это одну часть мы сейчас сделали, сейчас мы будем вторую обрабатывать, скажу. I'm using the same power. Я использую те же самые настройки. Okay,
UActiem power here. Как я уже говорил, я настраиваю на более низкую энергию. In the outer part. На более внешней стороне, на внутренней стороне ноги, потому что там более чувствительная зона. И я даже использую меньшую плотность при этом, для того, чтобы делать это более комфортно. I repeat one more pass on the very dark area with higher density. Еще один проход я делаю с более высокой мощностью. Не с более высокой мощностью, а с более высокой плотностью. And this is the whole treatment. Ну все, мы закончили. I will apply a Vaseline cream on the area or Bepanthol or anything post laser cream. Я могу использовать Бепантол, я могу использовать вазелин после процедуры для того, чтобы успокоить место. Ointment of Fosidin or anything Bepanthol. Или мазь осетин какой-нибудь можно взять. Show us what is written on the bottle. This is Bepanthol. Depantol. Panthenol. Okay. And this is the treatment. Мы закончили процедуру, это все, что надо было сделать. We finish, okay? Okay. Thank you. Maybe close the camera, please. If you want to do the last question. If you give us 2 minutes, the patient will Дайте нам 2 минуты, чтобы мы одели пациентку. questions and answer, okay? Okay, we will give you 2 minutes. Give you 2 minutes, we remove the picture. Yes, okay. So you're ready to answer the questions, yes? Скажите, пожалуйста, как долго, насколько хватает вот этой процедуры отбеливания, имею в виду по времени? Сколько? Alexander, how frequent should you provide a whitening procedure, bleaching procedure? How long the result will last? Usually I do 3 sessions. Обычно делают 3 процедуры. One session every 4 weeks. Каждая процедура раз в 4 недели. And the results, it will stay obviously more than 2 or 3 years, depending on the hormone situation of the patient. Результаты будут устойчивы в течение 2-3 лет. Это зависит от гормонального фона каждого отдельного пациента. Usually patients who become pregnant after doing the procedure, they develop the darkness again. Если женщина потом забеременеет после этой процедуры, то, скорее всего, она разовьет опять. Да. In other case, if everything is okay with them, they will have the results long time, maybe 2 or 3 years. Okay. Но вообще результат устойчивый, он может держать несколько лет. Алло, добрый день. У меня несколько вопросов. Немножко прослушали, сразу была доктор
Он по специализации дерматолог, косметолог, гинеколог. What is your Гинеколог. Ну тогда у меня вопрос, несколько. Вопрос первый. Сочетаете ли вы данные методики в конкретной ситуации при эволюционных изменениях влагалища с дополнительной инъекцией гиалуроновой кислоты для устройства нормального матрикса? Если да, то с какими препаратами вы это используете? The Question is, do you combine this treatment with kind of injections, and if you combine, with which? What do you mean injections? I don't understand the question. Some kind of hyaluronic acid matrix or hyaluronic acid? Yes. I combine it. I use long-term and high-density fillers. If you want, I can tell you the company name. I use Elance. Elance M or L. Let me translate, because I will forget for sure. Yeah. Я использую долговременные филлеры компании Lance. Да, я использую в комбинации со своими методами. What are requirements for the fillers? Sorry? Он говорит, что высокой плотности филлера. From which number? 24? It is Elance. It's the company Elance. Yes, but the density, what is the density number? It's the density number. It becomes with the figures. It becomes with the like SMLE. So the small, the medium, the large, and the extra large density. In this Там area, другая маркировка идет, там идет по small, large, extra large. The medium density of the material. Large and medium, yes? Yes. Мы используем маркировку large и medium, когда мы говорим о плотности филлера. Because also you need to avoid over blowing up of the area. So the question is, how many million Daltons it is equivalent for? I use up to 3 ml from within each side. Okay. Он не понимает вопрос. Maximum. Okay. То есть я использую по 3 миллилитра каждого. Да, но просто он говорит, что там другая маркировка, он... Да. This is volumizers. This is a filler which make a volume. Yes, this is a volume. I understood that you... Excuse me, Maxim, because I don't hear you very well. I understood that the question is about volume. Yes. I understood wrong. Will you correct me again? Yes, the question was about it is volumizer or not. About? This is volume fillers. Volume fillers. This is volume fillers. Yes. Okay. Да. Спасибо. Скажите, пожалуйста, при стрессовом движении мочи также используете ли вы препараты гиалуроновой кислоты и в какой методике? Я имела в виду болюсное введение препарата гиалуроновой кислоты в средний отдел мочеточника для того, чтобы создать изгиб и нарушить архитектонику. И второе, используете ли вы при первой и второй степени специфические препараты на основе уротекс и аналогии при стрессовом движении мочи? Okay. Dr. Bader, the question is, you hear me well? Yes, I'm hearing very well, yes. Okay, the question is, do you use, when you treat the stress urinary at the level 1 and 2A, yes, do you use special fillers which change the architecture of the urethra? Of the middle of urethra in order to change the architecture together with this treatment? I am a surgeon, Maxime, so I do everything has to do with urine incontinence treatment. I do surgeries, I use fillers, I use lasers, everything
everything is indicated for different case. Yes. If you ask me a question, if am I performing filler with a laser, my answer is no. I'm not doing the combination. When I do a case of stress urinary incontinence type 1, I use now only laser. Okay, I will translate. Я хирург, я занимаюсь и филлерами, и хирургией, и все методы я использую в зависимости от индикации, от пациента. Если вы спрашиваете меня, использую ли я комбинацию с филлерами и лазером, нет, я работаю только лазером. Если особенно первая степень, то я работаю только лазером. The second question is about Uridex. We eliminate. Okay. So, okay. Next. Какова эффективность лазера при таких заболеваниях вульвы, как дистрофия вульвы, зуд вульвы? Первый вопрос. Ну, кровоз, дистрофия, это то же самое. То есть вот это вот первый вопрос. И второй вопрос. Спросите, при стрессовом недержании мочи более правильно проводить в начале курс омоложения влагалища и тут же, как он показывал, курс именно по средней части уретры, то есть при стрессовом недержании мочи. Это более эффективно, чем одну процедуру только при средней уретре. I will try. Okay. So, for the dystrophy of the vulva, how effective the laser treatment will be? What kind of dystrophy? Какая? Crowrosis, and also the age dystrophy and hormonal dystrophy. Okay. So you are talking about postmenopausal women who are suffering from, probably yes, Okay. who are suffering from endothelial dystrophy of the vaginal mucosa. We don't have so much experience in this case, but you can understand from the studies that it worked on general in postmenopausal women that we have an improvement of the quality of the tissues just from the fact that we are increasing the blood circulation in the area. Okay. I will translate because I forget for sure. That we have in this type of treatment are very rare. I cannot give you an announcement about 100 cases. I can talk about 2 cases or 3 cases, but not 100 cases. Okay. So the data here are very rare. Okay. Because obviously these patients are not well informed about what we can do with laser, and they are not seeking our help yet. Finding that laser will work in the postmenopausal mucosa, I don't find any reason why not to work in this area also in this case. Okay. I translate. У нас не очень большой опыт, потому что, ну, во-первых, эти люди к нам не приходят, во-вторых, действительно, ну, я могу там говорить о 2-3 случаях, но в литературе описано, что это описано в литературе, и, в принципе, по логике вещей, если мы улучшаем кровоснабжение, кровообращение, то это улучшает состояние пациента. Я, говорит, доктор Бадер, не вижу никакой причины, почему бы это не делать, но у нас как бы нету достаточно знаний. Доктор Бадер, the second question from this, the same person, is when you have stress urinary, you prefer to make first treatment of vaginal rejuvenation and then it's the same procedure to combine it with stress urinary, or you have different protocols? Yes. When the patient is complaining about stress urinary incontinence, I explain to her exactly how the protocol works. And I explained to her that it's good for her also to do full vaginal rejuvenation. So usually the patients go for the full vaginal rejuvenation. This is the most popular approach to the patient, and the patient, they like to do it. But still, if the patient doesn't interested for the vaginal rejuvenation, I will start only on the urinary incontinence protocol. But if you make a vaginal rejuvenation, you don't need to make for stress urinary because you already did it? This is the idea? Yes, kind of the vaginal rejuvenation will help
these patients to also to improve their vagina, their stress urinary incontinence. But just for the information and for the studies, we have this protocol of stress urinary incontinence to work under the urethra. But usually, of course, with the vaginal rejuvenation, we improve, we treat the stress urinary incontinence. Я понял. Окей, thank you. Итак, если женщина страдает от недержания мочи, то мы советуем ей пройти полную процедуру вагинального вложения, потому что она помогает. Так вроде не нужно делать вторую часть процедуры, потому что все равно проходит там 3 раза, они проходят частично. У нас есть протокол, потому что есть некоторые женщины, которые хотят только лечить стресс urinary, поэтому мы не можем им диктовать, чтобы мы делали полное, но обычно мы всегда советуем делать полное вагинальное вложение. Еще есть вопрос, да, потому что... Хорошо. Доктор Бадр сейчас приедет сюда, и если будут у вас дополнительные вопросы, вы сможете их задать уже. Хорошо? Дождаться там. В принципе, потому что его уже там ждут. So, Dr. Badr, we will transfer you back from the outer space here to the conference room, and if the audience will have another additional questions, so you will have a chance to answer it here in place. Oh, perfect. Okay, perfect. Okay, thank you very much. Thank you. Applause.